Отважные и беспощадные викинги попали в историю благодаря своим морским походам. Сегодня о них снято множество культовых сериалов, поэтому образ скандинавских пиратов зачастую романтизирован. Они верили в Одина и Тора, богиню Фрейю, мечтали умереть в бою и приносили в жертву богам соплеменников. Эти великие воины покоряли города, страны и даже континенты, оставляя след в Англии, Франции, Византии, Канаде и Северной Африке. Кстати, существуют данные, что Америку открыл вовсе не Колумб, а викинги. Так кто же они такие? Кем были викинги? Викингами называют жителей северных стран, которые отправились покорять новые территории в поисках лучшей доли. Они были умелыми мореплавателями и искусными воинами. Но еще викинги — это опытные торговцы, живущие общинным строем крестьяне, земледельцы, ремесленники. Принято считать, что их эпоха пришлась на раннее Средневековье, 8-11 века. Англосаксы полагали, что викинги — выходцы из Дании. Но это утверждение оказалось мифом. Они происходили не только из Дании, но и других скандинавских регионов, включая Швецию, Норвегию, Исландию и не только. Их эра началась в VIII веке с набегов на Англию, ближайшего соседа. Как уже говорилось, викинги являлись не только завоевателями, но и умелыми торговцами, дипломатами. Они путешествовали на большие расстояния по морю, рекам и суше. Среди их товаров была шерсть, железо и олово, кожа, пшеница, рыба и многое другое. А на родину скандинавы привозили специи, серебро и шелк, посуду, стекло и украшения. Историки до сих пор спорят, почему викинги пускались в походы. Существует мнение, что их территории были перенаселены, а климат был суровым. Поэтому мореплаватели отправлялись на поиск новых мест, пригодных для жизни. Но еще их толкали на приключения, жажда богатства, славы. А может быть, дух авантюризма? Откуда взялось слово «викинг» и что оно означает «викинги»? Неопределенный народ. Это лишь обобщенное название норвежцев, шведов и датчан. Происхождение этого слова до сих пор не выяснено, хотя и существует множество теорий. По одной из них оно заимствовано из древненорвежского и на русском языке переводится как «человек из бухты». Существует и другая версия, распространенная среди норвежцев. Якобы слово произошло от названия области Вик в Норвегии. Популярна также теория, что викинг образован от глагола «вайкин», который раньше активно использовался норвежцами и означал идти в море за славой и богатством. По крайней мере, эта идея недалека от истины. В латинских источниках викингов называли норманами, а в русских летописях они известны как варяги. Есть мнение, что поначалу такое имя давали всем дальним мореплавателям, но когда началась эра скандинавского морского господства, только скандинавов. Русские викинги активно завоевывали Британию и другие территории Европы, постепенно передвигаясь на восток. Так, они осваивали, например, побережье Балтийского моря. Начало древнерусского государства тоже связывают с деятельностью завоевателей из Скандинавии, согласно нормандской теории. Сторонники норманизма считают, что народ Русь и варягов были норманами. По мнению ученых, скандинавы были основателями или, по крайней мере, активными участниками формирования государства Рюрика, а потом и Киевской Руси. Во многом они опираются на древние летописи, включая повесть временных лет. Есть мнение, что есть русские викинги, норманы, которых призвали управлять славянскими землями. В русских летописях упоминается факт призвания варягов в 862 году племенами восточных славян и финно-угров для прекращения междоусобиц. На заселенных славянами землях начали появляться скандинавские народы, а в IX веке власть над ними попала в руки скандинавской династии Рюриковичей. Однако вместе с норманизмом существует и антинорманизм, теория, согласно которой викинги не оказали особого влияния на формирование Руси. Эпоха викингов и экспансия, эпоха викингов продлилась совсем недолго, с конца VIII века по 1066 год. Но даже за столь короткий срок они сумели совершить немало завоеваний и навсегда остаться в истории. Первые зафиксированные в источниках набеги скандинавы предприняли в конце VIII века на территории Британии. Так, в 793 они совершили атаку на остров Линдесфарн. Местные жители, приняв воинов за купцов, радушно встретили их. И поплатились за это многими жизнями. Варвары разорили поселение, напали на монастыри, отличаясь особой жестокостью. Затем воины наносили удары по побережью не только Англии, но и Ирландии, а в 799 году появились в континентальной Европе.
Успехи в Англии. Особой вехой в истории викингов стал захват Йорка в 867 году и казнь короля Эллы. К этому времени их армии начали активно основывать поселения в Англии, Шотландии и Ирландии. Северяне сделали Йорк ведущим торговым городом. Они также завоевали Восточную Англию, Мерсию и Нортумбрию. Противостоять беспощадным воинам смогло только королевство Уэссекс. После множества атак на Британию многие викинги осели на захваченных территориях и превратились в фермеров. Однако уже в первой половине X века англичане начали объединяться и отвоевывать свои земли вновь. Последнего скандинавского короля по имени Эрик Кровавый Топор они убили в 952 году. Достижение викингов во Франции и не только Европа в те времена была ослаблена внутренними конфликтами, чем скандинавы охотно воспользовались. С 830 года участились их набеги на Францию и Британию, а после открытия Исландии начали достигать территории Италии и Северной Африки. Хотя в Британии воины потерпели поражение, в это же время они добивались немалых успехов во Франции. Так, в 885 году викинги осадили Париж с помощью огромного флота, затем разгромили Орлеан, Пизу и не только. В начале X века западно-франкский король предоставил вождю скандинавов Ролла город Руан и земли около него за то, что тот выступил против викингов. В современной Франции этот регион называется Нормандией, землей северян. В IX веке и позже скандинавы начали колонизировать Исландию, а потом двинулись на Гренландию. Немалых успехов они достигли и в Норвегии, Дании. В 936-м Горм, Старый, стал первым датским правителем, а в 945 году королем этих территорий стал Харальд Синезубый. Позже он принял христианскую веру. Прекращение морских походов, закат эпохи после 980 года викинги возобновили набеги на Англию. Датские воины все же сумели покорить эти земли под предводительством Свена Велобородова в 1013 году. Позже объединенной Данией и Англией руководил его сын Кнут Великий. Лишь после его смерти англичане вернули себе престол и в 1066 году окончательно поставили крест на атаках скандинавов, разбив армию конунга Харальда Сурового. Именно эти годы стали временем прекращения морских походов великих завоевателей. Историки связывают данные события с несколькими факторами. Это резкое уменьшение населения на землях Скандинавии, принятие христианства, а также смена родового строя на феодальный. Новые викинги уже не хотели воевать, они сменили полукочевой образ жизни на оседлый. Как жили викинги, язык викингов и письменность. Письменность скандинавов была рунической, их алфавит состоял всего из 16 символов. Представления о жизни этих народов дают саги, а также образцы скальдической поэзии. Поскольку мореплаватели много путешествовали, некоторые из них владели несколькими языками. На своих же землях они говорили на древнескандинавском. Поселение. У викингов существовало собрание из мужчин, тинг, которое принимало важные для общины решения. На территории скандинавских народов правили конунги, предводители из видных народов. Народ жил большими группами, строя дома из природных материалов. Власть переходила от отца к сыну. Корабли. Скандинавские народы часто хоронили воинов вместе с их лодками. Флот завоевателей состоял из боевых суден, которые назывались дракарами. Их создание было настоящим искусством, а в бой длинные и узкие корабли выходили под флагами с черным вороном. Торговые судна назывались кнорами. Религия. Викинги до принятия христианства являлись язычниками, они следовали заветам германо-скандинавской религии. Сегодня ее называют Асатру. Для нее характерны регулярные жертвоприношения, главным богом для них был Тор, кроме него было еще 12 богов. Каждый воин-викинг мечтал попасть в Вальхалу, пав в бою. Врата в этот небесный чертог, своеобразный рай, открывал верховный бог. Искусство. Скандинавы благодаря путешествиям много заимствовали у других народов и оказывали влияние на их культуру. Общим мотивом в их искусстве был так называемый звериный стиль. Они создавали памятники из камня, украшая их рунами, изображениями божеств, сцен боев и не только. Занимались резьбой из дерева, делая носовые фигуры кораблей и другие элементы. Оформляли орнаментом оружие, предметы быта и многое другое. Одежда. Викинги уделяли особое внимание внешнему виду и даже умели гладить одежду раскаленными камнями. Они носили наряды из шерсти, меха и войлока.
Для обозначения положения народ носил украшения из металла, изделия из золота и серебра часто получали воины за победы в бою. Викингов нередко изображают в рогатых шлемах, но историки считают, что они носили их не в боях, а при совершении ритуалов. Оружие. Скандинавы были искусными воинами, умело владеющими разными видами оружия. В основном это были острые мечи, длинные копья и секиры с широким расходящимся лезвием. Также были распространены у викингов топоры, как небольшие, так и увесистые, получившие название бродекс. Где викинги сейчас и кто их потомки-викинги оседали на тех землях, которые колонизировали? Поэтому они обитали в частности в Ирландии, на Шетландских островах. Современные потомки великих воинов обитают в Норвегии, Швеции и Дании. Больше всего среди них норвежцев. Но исследования показали, что кровь великих завоевателей течет и в жилах британцев, ирландцев, исландцев и даже россиян. Особенно тех, кто живет на севере страны. Потомки викингов охотно занимаются рыбным промыслом. В Норвегии также развиты газовая и нефтяная отрасли, туризм. Викинги в кино, играх и литературе про викингов снято множество фильмов и сериалов, написано книг и создано игр. Многие из кинолент отличаются достоверностью. Феномен популярности темы викингов в современной культуре объясняется несколькими факторами. Это уникальность скандинавской культуры, их обычаев и верований, а еще особая воинственность мужчин и женщин, особое отношение к смерти и любовным отношениям. Зрителям и игрокам всегда нравилась тема Средневековья. А благодаря используемым спецэффектам, новейшим технологиям, продуманным сценариям и неповторимой игре актеров, кино про викингов снимается все чаще. Наконец, интерес к скандинавской истории подогревается новыми находками ученых. Ведь скандинавы сумели добраться до Северной Америки в X веке и даже пытались колонизировать Винланд.